И гренадеры поэтому подходят, чтобы помочь, как бы. Так, выстрел раз. В принципе, гренадеры ждут. И бах! Минус 4 своих креста. Короче, ребята, зацените вот эту вот каточку. Просто посмотрите, что здесь будет происходить. Итак, турнир Medieval Masters. Это группа C, насколько я помню, которая MBL очень хорошо выступает. Пока что там занимает первое место, даже обыгрывая Мистера Йо. И здесь он в последнем раунде играет против польского топчика Барлеса. Как бы игроки супер равные на самом деле. И счет уже 2-0. И решили на третью карту они взять интересные нации новые. Китанцы и джурдженцы. Патч недавно вышел, и как раз все это будет влиять здесь. Давайте посмотрим, что здесь будет происходить, но сначала о карте. Карта Кратер, она есть в стандартных картах на самом деле, она есть стандартная здесь. Такой вот у нас кратер, где лес находится сверху, да, но здесь нельзя делать стенки, здания, поэтому можно здесь как бы заволиться до леса нельзя, не получится, поэтому здесь можно как-то рашить. Вот так вот. Также на холме имеется аж 8 оленей, это очень важно здесь, да, несмотря на то, что кабанчик всего лишь один, но вот 8 оленей. Что видим? Ягоды еще, да, кстати, тоже они находятся близко к оленям, можно, в принципе, оленей туда пушить, но игроки обычно стараются делать это кратше. Эмбель пришел под ТЦ, но не особо полемил, кстати, не нашел овец тут вражеских, а мог бы, было бы приятно. 2 камня, 3 золота, стандарт в центре, 5 реликов, это важное тоже замечание. Ну и, в принципе, на этом все, да, кратер. Почему они взяли такие нации? Хороший вопрос, но у каждого на это есть свои причины. Давайте начнем с китанцев. Итак, их пастбище вроде как немного понерфили, но очень-очень немножечко. Но, по крайней мере, убрали бонус на то, что пастухи тоже быстрее работали на 10%, да, буквально мини-британский бонус, его теперь нету. Теперь пастухи не собирают овец быстрее, нет этого стартового бонуса, соответственно, есть просто только пастбище. Но все так же у нас пастбище заменяют фермы, да, атака ближнего боя имеет двойной эффект, можно в феодале прокачивать ее, да. Скирмы, пики и скауты делаются быстрее, то есть очень сильный скаут-раш, просто нереальный какой-то. И также конные лучники, тяжелый конный лучник апгрейд доступен в замковой эпохе и стоит на 50% дешевле, то есть он еще и довольно дешевый. На самом деле не супер дешевый, но все же 450 еды, насколько я помню. Ну вот, 450-250 золотых. В принципе, вот такие вещи. Также там на пехоту даже есть бонусы. Их Ляо Дао тоже пехотинец такой жесткий. Они далеко видят. Недалеко видят. Плюс 2 атаки против лучников. Окей. Ну, когда у пехоты плюс 2 атаки против лучников, да, но это надо нагнать лучников. Это не так просто сделать. Ладно. В общем, будет пробовать Барлис на лучшей циве в игре играть. Тем временем Эбель, смотрите, что делает. Берет чуть ли не худшую нацию в игре, ну практически джурдженцы, но джурдженцев бафнули. Давайте думать. Во-первых, смотрим, что он делает. Он уже закрывает свое золото, посмотрите как. Эбель любитель вот таких вот непонятных заволов. Ну что, неужели он пытается халявить? Давайте думать. Джурдженцев, их экономический бонус, то что... еда не гниет. А теперь задумайтесь. Кстати, овец, если бы заломил еще овец, и овец сожрал бы. То есть каждая овца обычно, да, 100 еды. Обычно, когда мы ее жрем 6-7 крестами, съедается только 89 еды, 11 пропадает. Примерно так. А здесь вся соточка будет съедена в любом случае. То есть эта овца, она не гниет, она лежит и все, отдыхает. 12 еды. Ее сожрут потом. То есть абсолютно 140 отсюда будет съедено. 8 оленей, 1 кабан. То есть это в абсолютных значениях очень много еды. Там 800 с овец. Отсюда, понятно, там 750 с ягод. Здесь там какой-то косарик, наверное, даже больше будет с оленей. С кабуча 340. Вот это очень-очень жестко. И Эмбель это понимает и подгоняет оленей. Что он еще делает? И закрывает золото. Короче, ребята, да, пока здесь Барлис стандартно переходит. Лес у него здесь, подгоняет он дальше оленей. То есть он планирует стандартный 19-й переход и как будто бы будет просто играть скаут-раш. А здесь, смотрите, делается барак тыловой, но тоже. Я сейчас вам все объясню. Очевидно, короче, что это стенка, чтобы здесь работать на золоте и прикрыть его. И очевидно, что это делается для того так рано, чтобы делать фасткасл. И вот он, смотрите, переходит. 23-й лум обязательно и переход. То есть 3 на золоте, потому что прокачал лум, да.
Остальные тут на лесе, ребята. Еще один на лес, потому что он сделал барак, вложился в здание. Остальные на еде. Еда не гнет, ферм нету. Смотрим, получится ли у него фасткасл. Да, интересно. Но мы понимаем, во что он будет выходить, мне кажется, да. Это бафнутые гренадеры. Ультра имба гренадер. Сейчас мы объясним. Так, то есть кресты уворачиваются. Ну все, скаут побежал в разведку. Сейчас, вероятно, заметит овец. Пока нет. Пока нет. Давайте объясню про барак. Барак здесь, конечно же, нужен, потому что понимает Бель, что будет сражаться против скаутов, поэтому поставил барак. Почему здесь? Почему не на форварде? А потому что это умно, да? Он будет дефать свой лес, свои ягоды, отсюда ближе идти пиком. Это грамотное решение. Здесь пока решил не закрывать, экономит, потому что экономия идет дичайшая. Посмотрите, 3 креста в заказе, он еще знает, что придется, скорее всего, пик делать. Ну да. Что же Барлис видит? Барлис замечает стенку и ребят троих на золоте. И видит, что до сих пор не перешел Имбелион в темной эпохе. Это явный показатель фасткасла. Понятненько, понятненько. Все, скауты опять же быстрее производятся. А вот здесь расположение конюшни странное, но тыловое. Делается кузница сразу. Это чтобы сделать апгрейд на сразу плюс 2 атаки по факту. Хватит ли еды, непонятно. Что по пастбищам? Пока нету. И бонуса на вес нету. То есть пока экономического бонуса у Барлиса здесь няма. И смотрите, что происходит. Барлис такой, опа, рынок ставит мужик. Ну все, теперь это точно фасткасл. Если рынок человек ставит, да, явно для продаж, всего тут 500 еды. И он сразу, смотрите, срывает 4 крестьян с ПТЦ и идет на форвард. Причем 4 скаута уже на месте. Пики пока не делается. Эмбель на пофиг дальше подгоняет вот этих оленей, которые супер важны для него. Тут еще есть еда, то есть еда есть, золото есть, но есть проблема. Вот стрельбище он делает, то есть 2 здания есть. Стрельбище явно делается на гренадеров, то есть решил в турнире попробовать гренадеров. Окей, но мы сейчас еще о них поговорим. Давайте поговорим о том, как тут сейчас мыслят игроки. И да, закрыл лес, то же самое сделал Барлес тут спокойненько. И смотрите, до сих пор без пик, но атака заказана, да, здесь немножко... Даже скаутов не делал, чтобы заказать атаку и получить повышенный урон. Крестьянин отходит. В принципе, пока что дефается Эмбель. Тут скауту помогает. Кресты все вместе находятся. Очень важно. Но приходит Барлес, делает вышку. Тем временем, кстати, обратите внимание, что Эмбель не продавал камень, да? Может, хотел контрвышку сделать, но тут запивил, и контрвышки не получилось. Тут разбрасывают пику. Атаки пока нету. Пика еще сражается. Хит-энд-рани. Тут кресты. Но все, атака есть. И он... 7 урона, да еще из холма, это супер много тут. Это буквально чуть ли не по урону практически как рыцари даже, честно говоря. Если задуматься. Да, и все, золото сгоняют. Но он смог нажать переход МБЛ, да ладно вам. Он действительно смог это сделать. Он насобирал. Он ничем не торговал. То есть, это был буквально без рынка переход. Он все сбросил и нажал переход, просто жесть. И ни одного креста до сих пор не слил. Так, сягод согнали, но тут еще еда есть. И он убегает на другое золото. Золото всего 3, но его можно отбить. Тем временем Барли зря времени не теряют. 3 на камень, чтобы добавлять новые вещи. И прокачивать пастбище. Но есть проблема. Он понимает, что происходит. И поэтому он... так, пики. В принципе, 2 пики убил. До сих пор скаут живой. Жесть. Но крестов пока не терял. МБЛ он переходит. У него только одно стрельбище. Надо хотя бы 2 стрельбища. Пик разносит просто элементарно. 5 скаутов. Их за пика успевает дать только 18 урона и все. В чем фишка? Он не успел прокачать хомут на свои пастбища, да, потому что очень приоритизировал атаку. А вот здесь интересный момент. Решается сделать вышку МБЛ. Вот так вот, да. Потому что очень нагло делает ее Барлис. Он делает в радиусе своего ратуши. Барлис попытался на пофиг убить крестьян. И что же, получится у него убить хотя бы одного креста? Даже вообще не получается. Ратуша прикрывает. То есть очень много крестьян здесь используют МБЛ. Хорошо, что он не продал камень, ребята. Да? И... достроит вышку, достраивает. Но МБЛ здесь куча крестьян, смотрите. Некоторые бьют, некоторые прикрывают. Меняет местами крестьян МБЛ, да, все это время. Он уже почти в переходе, да. Класс. Скауты причем добавляются дальше. То есть, да, он новыми крестами убивает вышку, соответственно, да. Эта вышка их прикрывает, как бы, а ратуша прикрывает эту вышку. Поэтому скауты могут только слиться. Над скаутов брони нет, и седла у китанцев как не было, так и нету. Иначе было бы слишком имбово. Еще на одну вышку. То есть, тут на абсолютном минимуме ресурсов играют. То есть, никаких других вариантов просто нет. У игроков они на абсолютном минимуме играют, все точно. Сразу гренадеры. Ребята, гренадеры теперь стоят меньше золота. Раньше они стоили 35 еды, 70 золота, дороговато. Сейчас 65 золота всего лишь. Сделал 2 гренадера, сэкономил 10 голды. Окей. Дальше. У них плюс 5 хп. Было 35, стало 40. И урон повышенный не 11, а 12. Итак, что такое вообще гренадер? Это, по сути, такой канонир, который стреляет по площади. Смотрите, что они творят. Но вышка будет доставлена или нет, мы не знаем. Тут домовтыки, да, небольшие проблемы у МБЛ.
Но МБЛ красавчик, ребята. Против такого китанца агрессивного не слить ни одного креста, это ультра дефенс. И да, хорошо, интересно. Интересно, что дальше? Вышка поставлена, отбита от золота. Вот эта вышка, видите, она не совсем... Но здесь чувак выходит, и сейчас самое интересное. Гренадеры стреляют по площади и могут убивать своих. Вот в чем заключается опасность. Плюс 7 крестьян, в принципе. Айдлы у них по минуточке. Прикрытие. И тук-тук-тук, но они не могут попасть. И у гренадеров нет возможности стрелять по площади. То есть просто только в юнита. Поэтому им очень тяжело. Так, здесь пика. Гренадеры стреляют. И заметили? Имбель убил своего креста. Имбель отдефался, да. Крестьяне убежали Барлиса. Имбель отдефался. Но смотрите, Барлис убил только одного креста, а Имбель убил одного, но своего, потому что суммарно услил двоих. Так, минус крест, отлично. Ну, гренадеры, да, они такие. Так, решился Эмбель выпилить эту вышку, туда подходят скауты, но и гренадеры. И здесь, да, не дозаволил полностью Барлис, надо углы прикрывать, и не только. Приходят гренадеры, которые теперь более танковые, просто юнит дешевле, сильнее, живучий. Ребята. Ребята. Но самое главное, ребята, это тайминг гренадеров. Вы никогда не можете получить такого крутого юнита на таком раннем тайминге, да? Потому что даже канониры за Чеха придут после химии долго играющие, да, с универом. А здесь сразу с одного стрельбища гренадерчики бегут, и они уже собираются на форвард. Тем временем, я не обращал внимания здесь, в принципе, завольно. Здесь много пастбищ, пока без апгрейда, броня, две конюшни уже, и даже вышка в деф. Итак, но рискует здесь очень сильно МБЛ, потому что скаутов на самом деле много, он об этом не знает, их десяточка уже. Прикрыл золото, еды минимально вкладывается в фермы, но пока в одно стрельбище всего лишь играет, нет второго стрельбища. Здесь аванпостик тоже все прикрыто. Итак, идет сюда, и успеет ли стрельнуть, но Барлис убегают по крестам, они еще довольно быстрые, да, но 96, обычная скорость на самом деле. И бам-бам, минус уже парочка крестов, нормально пойдет. Хорошо, на них еще влияет баллистика на гренадеров, но это пока до баллистики хрен доживешь, как говорится. Но здесь смотрите, какую пачку собрал. И смотрите, Эмбель видит только одну конюшню, а первая конюшня была здесь. Он не знает, что две конюшни плей идет. И гренадеры здесь начинают стрелять, но у них есть большие проблемы. Ну, кстати, они нормально, по площади нехорошо. Еще минус 2 скаута, да господи. Седла нету, еще минус. Неужели они могут убить? Они себя убивают, ребята. Они убивают себя. Они убивают себя. Friendly Fire 2. Но они не могут стрелять под себя, вот. Вот в чем прикол. Давайте я покажу на другом, потому что этот умрет уже. Он не может стрелять под себя, это как скирмиш. Минимум рейндж, единичка, да? Но, ну, ребята, это не шутки. То есть, Эмбель убил 28 юнитов, из них только Барлиса 23. Значит, он себе 5 убил. Он убил себе 5 юнитов. И под себя не может стрелять. Итак, но что делает Барлис, это очень интересно. Он остается в феодале, да? Он понимает, как только он попытается перейти в замки, его уничтожат просто гренадеры на тайминге, да? Он остается в феодале, делает супер быстро работающих скаутов, которые с супер атакой, но без седла. Это особенность. И будет прикрываться вышками. Смотрите, здесь 3 креста засейвлено было, да? А эти 3 креста здесь на камне. Интересно, много камней качается, и абсолютно без золота играет сейчас. Но на пастбищах супер крутых. Добытый ресурс у Барлиса намного больше. Но важный момент Эмбель делает грамотно. Он делает монастырь для сбора 5 реликов. Еще и сюда, смотрите, стрельбище. Он, насколько я помню, он докупил лес, чтобы сделать еще одно стрельбище. То есть сбор реликов это ладно, это окей, это супер. Но отхилить гренадеров это ультра имба. Очень дорогой юнит и крутой. Его отхилить это здорово. То есть... Смотрим, 17 крестьян разница, тем не менее, да, потому что Эмбель дико айдлил, все-таки в замковой эпохе он дико айдлил, и Барли здесь решает делать такую вышку. Она вообще отбивает золото, либо нет? Что-то как будто бы, ну, как будто бы практически. Это там, наверное, нет, но он и заканчивается. Здесь снова выходят гренадеры, но, ребята, 3 креста замечено. Обзор у них будь здоров, вперед. Вперед. Здесь нападение скаутов, но грамотная защита от Эмбеля. Здесь одиночные юниты не очень слабые. Они под себя не могут стрелять, тут монах тоже ничего не сделает, он умрет. Но здесь зато 3 креста, следуют за ними, тут по ТЦ еще начинается разгром. Так, соответственно, монах, одиночный гренадер очень легко умирает, какой-то урон наносит, все равно 12 урона это очень сильно. Да, за счет брони будет 11, тут несколько крестов умирает, но это фигня. Зато здесь троечка умерла, разница 15 крестьян, никого ничего не смущает. Еще есть олень. Окей, дом недостроен. В принципе, full феодал против гренадеров. И что? Может и думает Барлис, как перейти? Ну, ща. Ага, видите, он сделал вышку, которая не достреливает. Вот это ошибка. Но делается другая вышка, и что думает себе Эмбель? Эмбель ничего не знает, ребята. Эмбель видит вот эту новую вышку, но он понимает, что будет новая или нет.
Еще монах. Так, 3 релика уже собрано, приятно. Здесь мужики отошли, навряд ли не будут возвращаться. Стреляют, но видите, баллистики нет, и они не очень могут попасть. И здесь не хотят подставляться. Тем временем здесь копятся новые. Уже с 2 стрельбищ, да, золото много качает. Это отлично. Контр-вышка прямо здесь сейчас при покупке камня. Итак, смотрим, здесь жестко. Но они жестко наваливают, ребята. Минус 4 юнита, это Арамбай. Это супер имба. Срывает крестов, что происходит? Еще кресты. Ушли отсюда нахер. Так, Барлис прячется в другую вышку. Вышка достраивается. Тем временем здесь что происходит? Убийство пастбищ, нормально. Можно еще конюшню спушить. Так, смотрим сюда. Скауты бегают. Здесь сидят крестьяне. Скауты подходят. Бам-бам. Так. Хорошо, отпушивает. Но видите, Эмбель не стреляет в свою вышку, понимая, что тогда он убьет своих жителей. Походу все так. Подходят еще скауты. Бам! Не совсем точно. Еще. Так, неплохо. Крестьяне начинают умирать. Еще. Минус крест. Еще. Свои жители умирают. Отлично. Гренадеры убивают всех. Так, здесь 3 креста. Они опять выжили. Это первые там 3 креста, хотя их было 4. Здесь чего добились эти мужики? 5 крестов убили. По крестьянам, ребята, разгром вообще. Но армия, чекайте. То есть 51 крест феодали, но человек не может перейти из-за вот этих форвардных чуваков, которые отбивают и пастбища, да, и золото, и вообще. То есть ситуация кринж. 2 раза меньше крестов буквально. Тут все завалено, четко. Итак, тем временем релики тащатся. Гренадеры копятся. Гренадеры тут не нашли этих мужиков. Гренадеров 15 и будет больше. В общем, офигеть. Офигеть. И Барлис, походу, понимает, что скауты здесь китанские не работают. И он начинает вышками дефаться. Но поможет это или нет? Давайте посмотрим. Забавный момент. ЭККД 77, 11, 11. Это ненормально. Это значит, что Барлис убил 7 крестьян, а Эмбель потерял 11. 4 креста сам себе убил Барлис. Эмбель, извините, Эмбель. Немножко путаю этих игроков. Барлис зато идет по верху. Он хочет таки, наверное, отбить лес, да, ребята? Он хочет отбить лес. Так, здесь иди нахер, блядь. Всех вылечим. Так. Армии практически нету. Видите, Барлис не делает уже армию. Он понимает, что не получается. Да. Кстати, им можно еще броню апнуть, да? Лучную броню, вот так вот. Еще 2 вышки, то есть тут просто вышками дефается жестко Барлис. Я с ним согласен. Кстати, странно, что Эмбель не идет проверять лес, он явно в углу, но он идет, он бы мог его попытаться выпилить, и тут успевает камнем заболиться. Чувачечий. А этот аванпост случайно не видит? Да, аванпост видит эту вышку. Вот это забавный момент. Стрельбище пока 3. Что планирует дальше Эмбель? У него домовтык на 50, да? Ну, реально. Он наадлил 9 минут. Но пофиг, зачем делать крестов, если можно делать гренадеров? Срывает крестов и нападает. Здесь есть тоже чуваки. Замки нажимает тем временем чел. Так, тут гренадеры что-то бьют конюшню, но не сильно. Выходит 3 креста, подходит еще 3 скаута, они довольно ранены. Прибегают гренадерщики. Скауты хоть и ранены, но если вот тут микри, да, и гренадеры поэтому подходят, чтобы помочь, как бы. Так, выстрел раз. В принципе, гренадеры ждут. И бах! Минус 4 своих креста, ребята. Зацените этот момент. Да, хорошо. Отлично. Хорош, чел, хорош. Так, здесь 2 вышки, уходим. 2 вышки это опасно. Стрелы на них нет, но нормально. Допустил ошибку МБЛ, стрельнул в вышку. Отлично. То есть Барлис убил 7 жителей, а Эмбель сделал 15. 8 жителей ты убил себе. Гренадеры убивают всех, абсолютно. Им пофигу. Они могут убить вражескую экономику, они могут убить твою экономику, и они убьют всех просто. Итак, но Эмбель покупает ратушу. Ух ты, он очень много ресурсов торганул, чтобы купить ратушу. Но здесь разгром пастбищ идет буквально. Кстати, это мало, тут всего лишь 5 осталось. Можно было бы, наверное, добить конюшню, потому что у них бонус по зданиям плюс 4, то есть это вообще имба. Учитывая их стартовый 12 урона. Но здесь переход. Во что переход идет? Степняки, легкая кавалерия, да? Степняки, может, имбовые. Нет, не степняки, это стрельбище. Неужели это тяжелые конные лучники? Так, здесь врыв идет. И у них сплэш, понимаете? Это буквально манганелечки. Так, отлично. Тем временем здесь небольшие рейды происходят. Так, посмотрим. Немножко гренадеров. Сюда выстрел, туда выстрел. Хорошо. В принципе, Барлис доживает. У него плюс 20 крестьян, да? Но золото вроде как себе задефал.
Что будет дальше происходить? Так, тут надо реагировать очень внимательно. Ратуша, чтобы задефать лес, понятненько. Правда, ратуши не особо работают у имбеля, но это пофиг. Так, здесь можно пастбище новое разгромить, как бы. Вторая стрела, конные стрелки. Как бы, да, но тяжелый конный лучник надо накопить, надо, чтобы пастбища проработали. Их можно ставить где угодно, хоть здесь, да, в принципе, туда будут сбрасывать чуваки. Эмбель доживает до топора, хорош, чел. На 4000 добытых ресурсов отстает, да, у него же вообще капов нету. У него буквально 30 крестьян, но 5 реликвий. Это большой буст, это то, что нужно товарищам гренадерам. Так, здесь снайпнули одного, видимо. Ну что, дальность по шестерочке у обоих юнитов. Так, здесь, в принципе, форвард крестов уже не осталось. Ой-ой-ой! Ну что произошло? Он не заметил, как подходят гренадеры. Минус 5 крестов. Минус 6 там крестов суммарно. Все умерли. И не замечает, потому что отбивает здесь гренадер. Еще минус пачка крестена золота. О, мужик, все. Ты приплыл. The damage has been done. 32 убийства, 25 экономи, friendly fire, еще 8 убил. О, май щит. 38 на 35, ребята. А теперь вспоминаем про релики. Кажется, это... И это еще без кузницы. Он сейчас делает кузницу. Здесь пацанов, конечно, можно и разбросать. Но это был урон просто колоссальный. Теперь вспоминаем, что еще есть у джурдженцев. Мусорной цивилизации, по мнению разработчиков, которые бафнули ее. Да? То есть... Китанцы самая сильная цивилизация, ее нерфанули чуток, а джурдженцев бафнули. Ошибка! Ошибка! Эмбель такое не прощает. Итак, идет осадка. Ну что, рокерд карты? Отлично, отлично. Чтобы сносить вышки, я так понимаю. Вышки здесь 4 штуки находятся, даже 5. Даже 5, где-то еще одна. А, ну вот она выделилась. Хорошо. Все золото с себя... Ну, тут золото не счистил. Можно было вот эту бы вышку, наверное, выпилить. Еще выход на камень идет такой массовый. Здесь мужички там... А, ну и все. Армия, армия. Так, ну, на самом деле, и эта игра только в 2 стрельбища. Это не очень много, на самом деле. То есть, можно и больше, и можно гренадеров больше делать. Но решает... Так, тут вышка, чтобы лес задефать. Повезло, что еще на лес не ходил. Короче, решает немножко здесь гибче сыграть МБЛ, не только лишь челики. Ну и все, подхиливает гренадеров, да, и они тут спокойно, по идее, вынесут несколько монахов. Даже один монах всего лишь лечит, да, как бы этого достаточно. В принципе, хотя там на вышке 2 стрелы. Как бы 10 конных лучников. Ну что, конные лучники, потому что не знаю, что делать. Барлес может замок поставить, но зачем? Типа, чтобы сделать уникального Ляо Дао, который просто никогда не добежит до гренадера. Вот этот момент. Неужели форвард замок? Тяжелый конный лучник. Так, вот это уже довольно интересно. Тяжелый конный лучник против гренадера, рокет карты. Еще и третья ратуша. Вот это нежданчик. По крестьянам, ребята, все. Эмбель впереди уже. Ну, китайская экономика все еще сильная. Че уж тут? Че уж тут? Разрушаются дома. Это будет касл дропич, ребята. Но здесь что копится? А, стоп, здесь таран копится. Неужели таран просто? И второй таран. Снос тараны. Так, а вот эта проверка идет. Тяжелый конный лучник. В чем суть, да? Его дальность все еще 6. Такая же, как у гренадеров. У него не 6, а 7 урона, повышенный урон. Броня в ближнем бою, но ближнего боя здесь нету никакого. Ну и плюс 10 хп. Но так как седла нету, все равно всего лишь 60 хп, не 80, как могло бы быть. Ну вот всего лишь 60. Так, ну явный касл-дроп готовится. В принципе, как и здесь, но здесь камня не хватает. Релики на базе, даже лишний монах. В принципе, еще и броня на джурдженчиков. Здесь идет баллистика. Так, ну здесь, кстати, дешевую баллистику не прокачивают джурдженцы себе. Окей, не может подступиться. Ну там еще монахи. Ну что, третий таран копится. Жесть, мужик еще подъедает. Здесь челика. Why not? Кстати, еды очень мало у Барлеса, да, посмотрите. Просто жесть. Готовится касл-дроп на 2 золота, да? Хотя тут золото уже заканчивается, а он вычистил это и золото поставил. ТЦшку на золото поставил. Боится подступаться. Может, не надо? Еще 3 скорпа заказал против конных лучников. Че он так продвигается потихонечку? По чуть-чуть, по чуть-чуть. Боится ставить замок. Чего-то ждет. Какого-то момента ждет. На еде 3 вообще. Все-таки не 35 еды стоит, но можно покупать с реликами. Итак, выход 3 таранов. Чисто даже без рокер-карта. Вот это нежданчик. А, стоп, а против таранов же вообще нет. Только кресты есть и вот эти чуваки. Так, но если... Главное не стрелять в вышку, иначе ты тараны свои убьешь. Походу понимает, это имбели, просто танкует, лечится. Ой, как же быстро они снесли вышку. Тем временем крестьяне... Стоп, крестьяне ушли, я не совсем понял.
А, стоп. Он их спрятал. Он спрятал их. Точнее, он забыл про них или что? Подходит еще тараны, а гренадеры просто вытанковывают урон вышки, понимаете? Скорпы отзонивают конных лучников, конные лучники стреляют в тараны, то есть это мусор. Тут! Сюда! Сюда, сюда, сюда иди. Крестьяне там абсолютно забытые. Тут сейчас у самого Эмбеля будет касл-дроп. Какой же грамотный пуш, ребята. Ничего не может с этим сделать Барлес. Рандомные кресты у него 48 на 48 крестьян. Неаккуратное движение одно и все, тебе капут. Дружочек. Барлес себе замок в деф не ставит. Так, пошел размикривать скорпов. Сносится продакшн, конюшня, окей. Так и не сделал степняков Барлес. Неужели на Радшу будет нападение? Ну, здесь все, вышки спушены, золото отпушено. Еще один таран. Замок на лицо. А, ребята просто работают, окей. Замок на лицо, здесь идут крестьяне прямо через конных лучников, да ладно. Так, так, так. А, ГГ, хорош, чел, 3-0. Он его уничтожил. Просто. Гренадер имба, ребята, абсолютно. Все, до свидания. Изи. Изи. Худшая нация переезжает лучшую. Изи. Еще раз. Разрабы ошиблись. Очередной раз. Здесь, конечно, кресты шли прям на пофиг, но гренадерам пофиг, они бы помогли. Здесь, конечно, Барлес немножко тупанул. Ну, в принципе, что? Ну, поставил бы он сюда замок. И что? У нас тут, блин, камень, золото, все есть на месте. Какой ты тут замок поставишь? Да, реально, гренадер имба. Стоит отметить, что этот матч, походу, в турнире ничего не решал, но все равно. Все равно, то есть там Барлес, походу, все равно там вылетал из группы, Эмбель первое место занимает, Барлес третье. Но, как бы, в чем фишка гренадеров? Они, скажем так, они не имба, они не контрят там всех юнитов одновременно в любом количестве, да, их можно законтрить тяжелыми конями, возможно, да, все такое есть. Но учитывайте тайминги. На тайминге гренадер имба. Вот я не вижу, кто его контрит пока что, абсолютно. То есть делаешь фасткасл за джурджентов за счет вот этого бонуса, то есть учитываем не самих только гренадеров в поле, в вакууме, а именно нацию и гренадеров, да. Вот эта вот тема, то, что можно действительно халявный фасткасл сделать на еде, да. То, что у них, это еще юниты у них получают на 50% меньше френдли файром, и все равно умирают кресты массово. Подождите, Бель убил 45 крестов, да? То есть, да, он себе 8 крестов убил, но мы видели на этой вышке, да, короче, это опасно. Но все равно они лютая имба на определенном тайминге заставляют Барлеса играть в феодале, чувствовать себя бесполезным, ничего не делать, тяжелые конные лучники не спасают, ничего не спасает, абсолютно. Вот такая тема, это еще не final их перформанс, потому что Siege Engineering, да, можно сделать осадную инженерию в замковой эпохе, прокачать ее супер дешево и увеличить их урон по зданиям на 20%, плюс дать дополнительную дальность, 7, и расстреливать даже ратуши будут удачно. Да и вышки они убьют, они все убьют практически. В общем, вот такая вот тема. Я думаю, показательный матч здесь. Монахи. Еще, учитываем монахов, их надо обязательно лечить. Это супер выгодно с монахами. Так, давайте смотреть, что у нас здесь. Замковый переход 15-19. Смотрите, сколько апгрейдов он апнул, да? То есть, лум переходы, топор броня. Все, он ничего не апал больше, это просто жесть. А тут китаец пытается это, стрелы, баллистика, всякая херня, и абсолютно бесполезен просто. Жесть. Конечно, золото нужно. Конечно, нужно. Ну, тут карта очень сильно, очень выгодная карта на кратере, ребята. А что у нас сейчас в Мапуле? Случайно там не кратер висит в Мапуле? Ладно, не помню точно, но опасно. В общем, мне кажется, надо тестить этих юнитов и разрабы понерфит их обратно. Как с Арамбаями. Все, ребят, всем удачи, всем пока.